И снова здрасте. Но план Б. Отсутствие плана Б. То есть, либо пан, либо пропал. Ну или как там еще это можно сказать, но, в общем, вы все поняли. Итак, мы продолжаем играть в тактическую стратегию, стратегическую тактику под названием No Plan B. И сегодня мы пойдем в кампанию, потому что в прошлый раз я застрял в миссиях. Хотя хотел как раз-таки поиграть в эту самую кампанию. Ну, пофигу. Итак, первую я уже прошел. Случайно. Но у нас есть еще. Поэтому давайте проходить еще. Итак, в чем заключаются особенности кампании? На кампанию вам выдается определенное подразделение. Так. Вот. В полном составе. Блин, разработчики, поправьте стены. В общем, вот эти клованы. Ну, как клованы. Они классные, они не клованы. Но я не могу показать их в лица, потому что так вот камера устроена. Не пойми, как она вообще устроена. Вот. Что к ним подлететь? Эй! Да... Ну вот. Как-то вот так. Короче говоря, вот они все стоят тут, рожи, блин, эти. Отстаньте от меня. Я не понимаю, что от меня хотят. Вот они. Все. Вот у вас больше никого нет. На всю вашу компанию. То есть вот она, вся ваша компания, вся глава. То есть она состоит из определенного количества миссий. Вы можете выбирать некоторые. Но вы не сможете пойти потом по другой ветке. По крайней мере, я сейчас не знаю, как там другие ветки эти проходить. Возможно, их и нельзя пройти. Но. Что мы здесь имеем? Здесь мы не получаем денег, как мы получаем в миссиях испытания. Мы зарабатываем там деньги, на которые мы покупаем оружие. Здесь же мы получаем очки опыта, на которые мы можем прокачивать скиллы своих оперативников. В некоторых миссиях нам даются дополнительные функции прибамбасы. Вот они зелененьким отмечены. Они дают определенные бонусы на команду. Зачем нужны эти бонусы? Возвращаемся к миссии первой. Итак, бонусы нужны для того, чтобы, допустим, вылечить ваших сотрудников. Потому что если он получает, ваш сотрудник, ранение, то до конца главы он так и будет раненый. Чтобы его вылечить, вот сюда нужно получить этот вот бонус. Вот этот бонус на лечение, этот на отдых, потому что каждый раз, как ваш оперативник участвует в миссии, он получает 1 очко усталости. Он устает на 1 очко. Каждый раз, когда он не участвует в миссии, то есть пропускает ее, в миссии участвуют другие, он получает... у него отнимается 1 очко усталости, то есть он отдыхает на 1 очко. Так, что это у нас здесь? Восполнение арсенала. Восстанавливает все оружие и гранаты, которые были использованы или утеряны в предыдущих миссиях. Да? То есть, если вы утеряли ствол, он вам не восстановится. Сканирование карты ищет врагов на карте текущей миссии и отображает их приблизительное местоположение. То есть, вы заранее знаете, кто где находится. Здесь вы этого не знаете. Заходите вслепую. Ну, в принципе, здесь конкретно в этой миссии нам это и не нужно. Миссия достаточно простая. Я бы сказал, даже вполне себе приемлемая. Даже для меня. Хотя у меня опыта в командовании спецподразделениями очень мало. Я бы даже сказал, его нет. Потому что я никогда ими не командовал. Так. Что мы будем здесь делать? Что мы видим? Первое. Давайте смотреть сразу же сверху. Что мы имеем? Желтым отмечены двери. Закрытые двери. Если есть метка такая же, но зеленая, то там просто дверной проем. Если она голубого цвета, это окно. А ведь окна отмечены сверху голубым. Я уже начинаю к меткам привыкать. Так, мы имеем 2 точки входа, мы имеем 2 окна. На поддержку, либо на снайперский огонь. Что мы можем здесь предпринять? Даже не знаю. Ход 2 группами. Ход 2 группами это, конечно, интересно, но 2 группы это 4 уставших человека, а у меня их всего 8. Причем качаны не все из них. Есть у меня уже такие прокачанные ребята, которые вполне себе уверенно работают, а есть те, кто еще как бы маленький.
Что ж, начнем мы с чего? Будем ли мы контролить окна? Есть ли в этом смысл данной миссии? Я считаю, что его нет. Потому что достаточно поставить двойку сюда, которая даже не будет входить в помещение. Их задача будет просто открыть дверь и законтролить все. Этого будет достаточно. Отсюда у них хватит обзора, я так полагаю. Так, сюда у нас кто может пойти? Рэббит, это у нас самый основной кролик, он хорошо уже подкачан. И этот тоже у нас подкачан. Это наш снайпер. Знакомьтесь, кстати. Зовут его Баттер. Хлебушек? Или нет? Бутерброд. Брод, хлеб. А баттер — это масло. Что? Масло? Ну ладно. Но это лучше, чем если бы он был хлебушек. Хлебушков мне только в отряде не хватало. Так, у нас есть Маверик. Он неплох. Он качан уже, чего-то умеет, знает. И здесь тоже у нас какой-то кач имеется. Соответственно, этих мы кидаем сюда. Это будет двойка, которая законтролит... Как его, эту самую? Флешки вам не нужны, вам ничего, по сути, не нужно, кроме оружия. Ваша задача — выбить дверь и законтролить помещение. Все. Здесь уже у нас... здесь будет работать вторая двойка, соответственно, здесь уже у нас нужен как раз-таки кролик. Как самый качаный из оперативников. И уже будем брать светошумовые гранаты, потому что здесь они могут вполне себе и пригодиться. Вооружаю, как всегда, револьверами, потому что это самое внятное на данный момент оружие для штурмовиков. Так как оно самое быстрое, в ближнем бою очень важна скорость выстрела. Именно скорость прицеливания, да, то есть с какой скоростью вы прицелитесь и выстрелите, вернее, ваш оперативник. При этом у него урон такой, что он ваншотит наглухо все живое, поэтому используем это оружие как основное. Ну, в принципе, мы сейчас как бы немножечко копируем, косплеем французский отряд вмешательства. Отряд вмешательства французской жандармерии. Потому что они, по-моему, единственное в мире подразделение, которое еще использует револьверы. Так. Что мы делаем? Мы открываем дверь. Контроль. Далее ты в этой точке закидываешь первую светошумовую. Как можно дальше сюда ты ее сможешь закинуть? Нет. Вот у тебя предел мечтаний. Далее происходит взрыв светошумовой. После идет вход. Вот у нас идет... Управление входа у нас будет какое? Проходить здесь такое себе удовольствие, но придется, потому что... Хотя, в принципе, мы имеем возможность отработать эти два препятствия. Через светошумовую, я думаю, можно попробовать. Итак. Входим тогда классическим крестом, наверное. Хотя нет, здесь крест не очень получается. Здесь нужно входить по-другому. В силу того, что у нас здесь большая дистанция. Нам нужно ее срезать. Так. Ты входишь вот таким макаром. Продвигаешься сюда. Контролем. Здесь ты замер. Таким образом мы имеем контроль вот этой территории. Так, так, то есть отсюда выстрела не может быть, но выстрел может быть отсюда. И у нас остается неконтролируемые вот эти вот два поддона, которые мне совершенно не нравятся. Так, последняя его позиция где у нас? Он очень далеко в эту сторону контролит, но здесь он практически ничего не видит. Факт, факт. Что мы имеем с гуся? Хорошо, ладно, хорошо. Взрыв, он направляется туда.
Здесь у нас будет довольно большой риск тогда. Если второй входит сюда, по логике он должен входить сюда, и они вот отсюда начинают вход уже крестом туда, то здесь он может словить. Окон здесь у нас нет, да? Нет, мы не можем законтролить это помещение отдельно никак. Здесь он может словить пулю. Что мне совершенно не нравится. Добавлять еще одного. Такой себе. В чем вообще проблема, да? Кто еще как бы не очень въехал, что я тут переживаю? Вопрос в том, что у нас нет контроля вот этого вот направления, да? А вот здесь у нас два препятствия, за которыми могут быть цели. Вот здесь может быть цель. Понимаете? То есть, по сути, на входе вот крестом, да, то есть вот пошел вход, элементарный крест, да, и мы вот этот угол, мы его контролим, да, полностью. Вот он весь полностью под контролем. Но что вот здесь происходит, непонятно. И это надо зачищать. А чтобы зачищать это, нужно обезопаситься с этой стороны. Потому что если отсюда я обзором зачищаю, я вижу вот этот угол. Все, вот он вошел, у меня оперативник, он видит этот угол. Он и этот угол видит, если что. Хотя здесь, конечно, далеко. Но, в принципе, у него прокачано уже, по-моему, какая у него? Хандган первый. Надо ему второй качать. Специалист хандгана будет увеличивать ему дистанцию поражения из короткоствольного оружия, из пистолетов. Вот. Здесь могут быть проблемы уже, да? Но когда он полезет сюда, вот в этой промежутке, если кто-то здесь находится, да, или где-то здесь, у него могут быть проблемы, потому что этот не контролит ни хрена. Что-то такое у меня с горлом. Очередной раз что-то засирается. Так вот. Поэтому это довольно рисковый вариант. По-хорошему здесь нужен еще один. То есть по логике вещей он проходит сюда. После чего здесь у нас небольшой контроль происходит. Вот даем им там секунду контроля, после чего заходит вторая светошумовая уже вот сюда. Взрыв. Взрыв светошумовой. И опять же они классика. Крестом входят. Первый сюда. Все. Дальше не надо, он уже все видит. Взрыв, он начал движение, и тут же второй входит во второй угол. Все. Зачищено. Но вот что будет здесь, непонятно. Поэтому я даже не знаю, добавлять еще одного. А когда они отдыхать будут? Можно попробовать снять отсюда одного, конечно же. Как вариант. Можно попробовать отсюда одного снять. Поставить его сюда, на входную точку. И вот в этот момент, да, когда они открыли дверь, закинули взрыв, вход. Вот момент. Вот здесь он начинает движение. Даже раньше еще. Еще раньше. Тут я уже проигрываю секунду. Вот первый сместился. Вот здесь он начинает движение. За ним. Он смещается вот сюда. С контролем уже вот этой зоны. Причем у него прицел на эту зону должен быть уже где? Ну-ка. Нет. Эй. Убрать эту точку. Вот сюда примерно. Ему задаем сразу же зону контроля. Ему задаем вот сюда. И вот будет выглядеть вход уже вот таким образом. То есть раз. Взрыв. Вход. Двойка пошла. Он смещается и уже контролит это помещение. То есть он слева
контролит, получается, левый бок кролика. И вот они уже проходят и занимают вторые позиции. Контроль, взрыв, ход. Хорошо. Так, задача вот и этого. Вот и этого. Выбить дверь и законтролить. Но теперь ему это уже будет сделать сложнее, потому что если здесь 2-3 цели, как бы вдвоем они бы их поразили. Вот. А я ему с собой не дал эту самую светошумовую, поэтому даже и непонятно. Решение. Берем светошумовую. Светошумовые тоже надо закупать в огромном количестве или как? Ну, сейчас проверим. Я просто в ту компанию играл, я не помню, что там было. Открыл. Даем тебе на контроль секунду, после чего ты закидываешь светошумовую уже сюда. Взрыв. И ты входишь. С полным контролем помещения. Все. Все. Перепроверяем. Открылись двери. Светошумовые, контроль, взрыв, вход. Первичные позиции. Вторые позиции. Контроль, светошумовая. Вход. Конечные позиции. Ну, в принципе, как-то вот так. Давайте смотреть, что получится на самом деле из всего этого. Ну, давайте посмотрим. Так, в принципе, здание небольшое. Тут особо проблемно должно быть. Но сколько их тут понапихано, вот в чем вопрос. Если тут в каждой комнате по 6, по 8 целей, то будет плохо. Ну что, готовы? Понеслась, группа вход. Цель. Нейтрализован. Нейтрализован. Контроль. Вход. Нейтрализован. Контроль. Вторые позиции. Светошумовая. Вход. Чисто. Так. Рэббит ранен. Все-таки один получил ранение. Давайте пересмотрим, где он его получил. Потому что непонятно, как это все было-то. Так, уберем эти самые. Я уже тут научился одному трюку, да? Можно убрать вот эти штуки и смотреть. Так, нейтрализован. Нейтрализован. Взрыв, ход. А, вот, стоп. Назад. Зачем я это включил-то? Уйди. Уйди. А, нет, мне это надо, чтобы мотать. Правильно я все сделал. Так. Вот, он тоже был с пистолетом. Но он выстрелил первым. Как он? А, его первый выстрел не ликвидировал. Черт! Шьорт побери. Первый выстрел с такой дистанции не смог его ликвидировать. Даже револьвер не смог его сваншотить. И он успел выстрелить. Блин! Второй выстрел только его нейтрализовал. Вот здесь был ранен кролик. Причем он видел цель. Видите, он видел цель, выстрелил первым. И вторым выстрелом уже нейтрализовал. Блин. Чьорт побери. Интересно, тут бронежилеты мощные есть какие-нибудь? Ну и вторая фаза, соответственно, зачистка последнего помещения. Все. Что дальше? Задача. As many HVTs as possible. Сканирование карты. Подождите. А еще есть такая штука. Размер карты маленькая. Вот тут 4 очка опыта. Пожадничаем? Пожадничаем на 4 очка опыта, а? Пожадничаем? Давайте пожадничаем. Так, когда несколько персонажей накладываются друг на друга, изолируйте выбранного, удерживая клавишу Alt. Окей. Будем знать. Так, помещение у нас длинное и узкое. То есть сосисочнообразное. А вначале не так уж оно и узкое.
Так, у нас есть возможность разместить снайпера и поддержку. Здесь, по-моему, актуальнее будет поддержка. Помещение неровное, и оно сбоку от основного входа. То есть штурмовая по входу двигается сюда. Да, заваливаться сюда неудобно, поэтому проще поставить сюда поддержку. Лучше сюда, наверное, здесь будет поближе. И отсюда законтролить вот это вот все. То есть мы здесь законтроливаем. Здесь мы можем законтролить вот это вот все. Это один человек. Дальше на входе у нас нужна двойка. Здесь работает двойка, вполне ее достаточно. Двойка входит, двойка зачищает. Вот это зачищается двойкой спокойно. Это зачищается тоже двойкой спокойно. Здесь дверной проем. Кстати, вот она первая проблема. То есть нужно будет отсюда останавливаться, отсюда вбрасывать светошумовую туда. Или как? Или то есть что? Или то есть где? Непонятно. Может быть, щит взять? Можно попробовать взять щит. Потому что здесь открытый дверной проем, и если цели будут где-то здесь, со штурмовыми винтовками, у них будет преимущество в дистанции. Снайперов здесь использовать я даже не знаю, есть ли смысл. Вот, у нас уже усталость. У нас есть 1, 2, 3, 4 человека, один из которых снайпер. Блин. Вы хотите сказать, что мне снайпера нужно брать, а не поддержку? Ну хорошо, возьмем снайпера. Хорошо. Снайпер контролит. То есть у нас здесь параллельный контроль. То есть вот сюда у нас контролит снайпер, отсюда у нас контролит штурмовик, который будет входить с этой стороны. То есть, соответственно, если что, снайпер должен справиться. Окей, где снайпер? Уже 2-й уровень, кстати, снайпера. Быстро качается, засранец. Держи. Ляж. Да, флешки тоже уходят. У нас флешек не осталось уже. Надо закупать много флешек для компаний. Так. Ну вот, зона контроля снайпера. И, соответственно, отсюда будет зона контроля штурмового. Так, дальше нам нужна двойка, которая будет работать внутри. Двойка. SMG-специалист. Это у нас как раз поддержка. Ему в двойке штурмовой делать нечего. А эти у нас вообще голенькие. Голенькие. Так, здоровье. У нас один раненый. Его лучше не брать. У этого у нас усталость. Может быть, его можно пробовать взять. Может, всего 1 очко усталости потерял. Так. Всего их сколько? Насколько устал персонаж? Влияет на их производительность. Каждый раз, когда они участвуют в миссии, бла-бла-бла. 1 очко за раз, когда отдыхают. Минус 10% скорости передвижения. Минус скорости поворота. Минус... Не. Так нельзя. Не пойдете такое. Надо брать вот этих кексов. Но этого поддерживателя, что ли, брать? Миньона? Джей Буллет. Ладно, Джей Буллет. Идите сюда. Вас будем брать. Двойку. Вот тебе последняя оставшаяся наша флешка. Так. Да. Гибкий, скорости поворота, острый. Минус 25 задержки реакции противников. Вот это мы берем. Разблокировать. И хэндган тоже. Это мы тоже пистолеты будем качать. Все, деплойся. Нет у нас ничего. Я тебе не дал последнюю нашу флешку, нет? Нет. Смотри мне. Кому я ее дал? А кому я дал последнюю флешку-то? Да, светошумовую я ему выдал последнюю. Ладно, хорошо. Давайте тогда еще одного новичка заюзируем. Классика. С двух сторон двери. Так. Острый. Реакция. И хэндган, естественно. А, у него нету очков больше. Все, он вообще какой-то у нас левый. Левый! Левый кекс. Все, вставай в позицию. Окей же, у нас есть контроль с
вправо. Флешку мы будем закидывать сюда, скорее всего. Из-за дистанции. Блин, эти балбесы могут явно не справиться. Они ни черта не умеют. Ладно, хорошо. Открываешь дверь. Ты открываешь дверь. Вы оба открываете дверь параллельно, после чего у вас идет на контроль. Где-то у нас 2:30 с чем-то, да? 3. Хорошо, законтролили. Так как у вас есть здесь контроль и здесь контроль, но вы не видите ни хрена здесь, то это не очень хорошо. Поэтому входить будем вот... Блин. Ну что с этой игрой? Когда ты пытаешься этот маршрут прокладывать, его носит просто, как я не знаю кого. Вот так ты заходишь. И зачищаешь вот эту сторону. А тебя не особо интересует, потому что она контролится. Хотя ширина модельки соответствует у нас вот этой щели. Вроде нет. Сюда не должен помещаться он. Можно, конечно, снайпера кинуть туда, чтобы он контролил угол. Это было бы, наверное, даже интересно. Ну-ка, вернись. Да, угол. Узенькую полосочку только он контролит. Больше ничего. И угол тоже остается пустым. По сути, нет. Позиция не очень. Если бы он видел больше вот сюда, потому как сюда, получается, ему нужно заходить, ему нужно сразу контролить раз направление, два направления. Нет, не, вернись, вернись, вернись. Здесь ему хотя бы одно направление надо контролить. Так, открыли двери. До 3 секунд у вас контроль. Потом вы начинаете вход. Пошел внутрь. И вот таким макаром ты законтролишь вот это все. Только тут можно законтролить, да, нет? Нет, стоп. То есть, даже вернись. Меня смущает вот эта полоска. Вот может здесь поместиться моделька или нет? Давайте загоним туда кого-нибудь. 3 секунды. Отлично. Вход. Пошел. Можешь вот сюда зайти, в эту полоску? Не можешь. Все, хорошо, вернулся назад. Замечательно. Значит, нам не нужно ее контролить, потому что там никого не может быть в принципе. Слишком узкое место. 3 секунды. И пошел. Первый идет отсюда. Дальше не надо. Хорошо. Что у нас дальше? Второй будет входить уже с контролем вот этой зоны. Да. Балбес, блин, куда ты? Таким вот макаром. Так, так. У нас в укрытии? Нет, он у нас не в укрытии. Он у нас где-то в центре коридорчика стоит. Что не есть для него особо хорошо. Тогда отменяем. Его надо тогда вгонять по другой траектории. Ну. И пошли. Сюда вот так вот. Так. А его оттуда не будет видно? Опять же. Блин, вот у меня пропадают стены, и я не понимаю, будет ли его видно, блин. Алло, разработчики! Беда печаль.
Я не понимаю. Ладно, хорошо. Будем считать, что его не видно. Хотя это может быть и не так. Следующий этап. Ты возвращаешься к нему. У кого из вас светошумовая? Она залетает вот туда. Взрыв. После чего вы заходите с контролем вот этого всего. Раз. Блин, куда ты в стену носом-то? Вернись. Второй. Пошел вместе с ним. Ты выходишь сюда. Так? Нет, стоп. Не, ну в принципе, да, вот он здесь вот он зашел. И ты продолжаешь тогда за ним идти. Хорошо. У нас остается помещение вот это, которое нужно будет проходить вот так. И первый пойдешь... Не, вам нужно одновременно входить. Влазь. Вот так. Нужно до самой двери. Отматываем назад. Оп. Да ё-моё! Блин. Так, второй. Ты пойдешь с ним вместе. Но крестом, соответственно, вы входите и пошли. Пошли. И пришли. После чего ты, дав ему там полсекунды, ты выбиваешь дверь с контролем. Он контролит сюда. Далее контроля вам секунда. После чего пошел вход. Это шумовых у вас нет, так что ты входишь на угол и идешь до объекта. Второй входит вот сюда. Соответственно, вот так. Вы забираете объект. Ну, как-то так. Проверим. Поехали. Есть контроль. Вход. Вот. Контроль здесь. Чисто. Ну как чисто? Хрен его знает, чисто или не чисто. И они продвигаются. Зачищают второе помещение. Позиция. Выбил дверь. Контроль. Выбил дверь. Все цели поражены, если таковые имеются. Вход. Хорошо входит, кстати, синхронно. Мне нравится. Ну что же, давайте смотреть. Если получится, нам восстановят патроны. Ну и очков накинут тоже. Так, где у нас вход? У нас вход здесь. Так, убираем все эти самые, чтобы не мешались. Так можно более наглядно понять, что ты натворил. Чисто. Чисто. Светошумовая пошла. Взрыв. Вход. Нейтрализован. Вход. Пошли. Дверь. Контроль. Чисто. Вход. Позиции. Заняли. Заняли. Дверь. Контроль. Вход. Чисто. Вот чисто же. Вот чисто прям. Вот прям чисто. 4 очка, использовал стан. Ранен? Подождите, когда он ранен? Да господи, вы заколебали. Когда он ранен-то? Кем он ранен? Покажите мне этого козла. Так, до вот этого момента у них не было контактов, поэтому смотрим.
Замедленная съемка. Так, окей, окей, окей. По-моему, вот здесь единственное место, где он мог получить ранение. Пошли. Есть. Есть. А, вот, последний успел сделать выстрел. По-хорошему, конечно, нужно было две флешки. Одна сюда, другая сюда. Но у меня их всего одна. Поэтому мне нужно было законтролить зону наибольшей опасности. Ну что ж, понятно, где он получил ранение. Выход из миссии. Так. Пройдено, пройдено. Блин, мы уже 35 минут сидим. Окей. Окей. Давайте тогда здесь закругляться и в следующий раз продолжим проходить кампанию. Здесь мы уже будем иметь вот эту штуку. У нас будут отдохнувшие, вменяемые сотрудники. Ну, в принципе, эти тоже не такие уж плохие, но отстают немножечко. Если бы был кролик там, скорее всего, он бы не позволил себя ранить, потому что на этой дистанции по одному выстрелу на цель он бы сделал быстрее гораздо. А представьте себе, если у них будут автоматы. Они всегда будут получать от пистолетчиков. Всегда. Всегда. Вот. Как-то вот так. Что ж, на сегодня все. На напряженной ноте заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Подписывайтесь на канале, проставляйте лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.